Приветствую всех, друзья, с вами на связи таролог Алехандро, мира вам и вашему миру. Сегодня пришло время диагностики на наличие негативного влияния. Будет 7 вариантов, вы можете прослушать все 7 и найти или не найти свое. То есть работа сегодня с внутренним глубинным состоянием, вашим внутренним глубинным, и с талисманами. То есть я буду, как всегда, поскольку это не частная диагностика, да, а общий расклад, я буду расставлять акценты, где и почему и от чего. В общем, будем находить источник, где может быть источник вашего негатива и каковы его проявления. Ну, если вы выберете все 7, тогда вы услышите общий поток, да, и тогда нужно смотреть что-то среднее арифметическое, да. Но можете выбрать от 1 до 3 карт. То есть лучше всего, если будет 1 карта, а если будет 3, то это максимум, ну, возможно, такой средний максимум, где вы можете себя не перегрузить толкованиями, да. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 карта. Ну, давайте мы ее вот сюда положим пока что. Итак, я уверен, что вы настроились на себя, на свою ситуацию, на, может быть, на загаданного мужчину, на женщину. Можно проверить там на муже, на жене, ну, в общем, на ком угодно, на ребенке, на работе, на доме, на делах. То есть, ну, можете загадать несколько карт на несколько направлений, а я буду подсказывать вам и давать, где это может быть, да? В чем может быть суть проблемы негативного влияния. Ну, первый вариант, 2, 3, 4, 5, 6, 7, вот так будет. Смотрите, на вас может быть только негатив в том случае, если вы смотрите вопрос про отношения с мужем, с женой, и если вам вот не везет именно в любви. То есть особенно если не везет любви, и вы не можете найти себе мужа, жену, вторую половинку любимого человека. Это может быть. Давайте посмотрим, насколько это, ну и как это проявляется у вас, да. Здесь поиск любви вообще, да, или поиск взаимопонимания. Но смотрите, еще может быть негатив как рассорка, если вдруг вы, ну, постоянно ссоритесь в семье или в коллективе, или со своим сыном, там, с дочерью, ну, с родными и близкими. То есть может быть рассорка. Давайте смотреть дальше. Да, здесь тени, то есть тут может быть, смотрите, если вы ссоритесь, это рассорка, и тени — это карта к прошлому всегда, да, то есть это что-то может быть и по родовой программе, где вы не можете найти свою любовь и отношения. Ну, давайте смотреть, что здесь. То есть тени, то есть как минимум вы, может быть, не можете в себе признать какое-то качество, и вот это принятие в себе, оно не позволяет вам в отношениях выстраивать гармоничные отношения. Да, у вас как минимум или ссоры происходят, и вы расходитесь, или просто вы не заходите в отношениях еще дальше, да, вот прекращаете отношения на каком-то этапе. Смотрите, расклад и для женщин, и для мужчин подходит, особенно если вам тяжело найти коммуникации. Но если у вас родовая программа, то она идет по линии отца. И вам как минимум тяжело выстраивать коммуникации. То есть вот, например, на первом свидании вам трудно общаться. Или вам тяжело найти общий язык. Или вы, вот, знаете, в отношениях выстраиваете отношения, да, и потом заходите в какую-то теневую зону, которую, когда вы показываете, когда вы о ней говорите, все, она вот все портит, да, то есть есть некая такая сумрачная зона, входя в которую вы в отношениях потом просто, ну, теряете коммуникацию. Вас, например, мужчина или женщина банит, да, вас забанивают, как правило, да, тень и коммуникация в тени, да, то есть
самый такой частый сценарий — это бан, игнор, ну или просто вот разрыв отношений без пояснения, почему так произошло. Окей. То есть, скорее всего, это из-за мужчины, который первый для вас как минимум отец или предыдущий партнер. Может быть какой-то здесь внутренний блок, внутренний страх тоже может быть, как посттравматический синдром после отношений. Ну и больше это действительно связано с прошлым, поэтому первая причина того, что вы не можете наладить отношения, это родовая программа отца, предыдущие отношения и тень прошлого. Здесь, ну, все-таки рассорка может быть, если вдруг кто-то, ну, как будто бы, знаете, как мужчина, если уходит кому-то или женщина уходит, да, то она как будто бы перекрывает дороги. То есть, ну, это как рассорка от партнера, который заинтересован в вашем предыдущем партнере, понимаете, да, вот эти вот моменты. В противном случае агрессивность где-то может быть ваша, да, то есть если вы постоянно ссоритесь в коллективе, особенно и долгое время, ну, может быть, это особенности вашего характера, которые переданы вам через воспитание. То есть это прорабатывается больше психологически. Ну, а родовая программа и рассорка от партнера, она больше прорабатывается эзотерическими способами, там, чистки, отвязки и так далее. Ну, вот такой момент, обратите внимание, пожалуйста. Позиция номер 2. Ой, здесь защита. То есть у вас в принципе должно быть или вообще все классно, прям без проблем. Особенно если вы недавно поставили защиту, делали там у меня, ставили у кого-то другого, сами вдруг укрепляете ее, да, то есть у вас такая энергетика, что, ну, вы считаете, там у меня все классно, я зашел посмотреть, да, случайно этот расклад и попали на второй вариант. Ну, вот у вас все классно должно быть. Но если чувствуете, что вдруг, если было так вот, все было чітко, класно, а тут вот прям как пошептали, знаєте, як українською кажуть, як пороблено, да, и вдруг стало все на букву Х, но это никак не хорошо, да, то давайте смотреть, в чем, ну, откуда может быть. То есть, если вы чувствуете, что вашу защиту пробили, то вот давайте разбираться, а пробили ли ее. Ну, первое, пробили или нет, давайте так скажем. Или насколько сильна ваша защита сейчас, или насколько сильно ваше защитное поле на здесь и сейчас. Это вообще защитное поле. Да? Так, давайте смотреть. Ну, вы знаете, оно-то сильно, но его пытается пробить. Есть тут оружие. То есть, по вашей судьбе, да, вашей защите лупят, да, то есть, условно говоря. Хорошо, лупят по вашей, но защита сильна, то есть вы пока выдерживаете. Хорошо, я вижу здесь пока что атаку энергетическую. Это может быть магическая атака, а может быть просто психоэмоциональная. Ну, например, вы там, на вас кто-то давит, вас кто-то булит, да, вас кто-то газлайтит, или, ну, вас просто кто-то преследует физически, да, тут такая карта прям ружье, да, ружье — это охотник. То есть есть некое оружие, есть некая защита, то есть у вас есть сила защищаться, но и есть источник неприятностей, то есть враги у вас, условно говоря, есть. Давайте смотреть, откуда оно идет. Ну, давайте просто спросим, кто держит против вас ружье, да, или кто ваш враг. Вот так вот посмотрим пока что. Кто ваш враг? Кто ваш враг? Ваш враг очень сильный человек. Он может быть мужчиной пока что. Медведь — это может быть мужчина. Но давайте уточнять, все-таки это мужчина или нет. Серп. Ну, валет. Серп, коса. Ну, кстати, у вас очень серьезная угроза, как минимум на физическом уровне. Это физический уровень. Но на метафизическом тоже может быть, да. То есть, смотрите, у вас как минимум физический враг сильный. И больше это мужчина. Или все, что связано с мужчиной и оружием. Да, это мужчина, смотрите. У вас угроза идет от мужчины. Ну, в крайнем случае, из-за мужчины, женщины я здесь не вижу.
Ну и как минимум мужчине грозит какая-то серьезная опасность. Если вы мужчина, то вам как мужчине, особенно если вы чувствуете, предчувствуете, вот король туч или король облаков, беспокойство ваше из-за оружия, из-за там, может вас преследует государство, армия, полиция, вот такое вот. Но может ли здесь быть магическая атака? Мы же негативные смотрим все-таки магические. Да, но оно связано из-за мужчины, особенно если мужчина король трифовый, преуспевающий бизнесмен, мужчина, из-за которого вы постоянно думаете или о котором постоянно думаете. Угроза жизни мужчине существует. И из-за мужчины может существовать угроза вашей жизни как женщине. То есть, если у вас есть с соперницей, например, очень серьезная схватка, конфликт не на жизнь, а на смерть, из-за мужчины, то отсутствие сил и как будто бы пробой вы будете ощущать из-за магической атаки, скорее всего. Давайте еще проверим, магичит или нет. Здесь преданность. Не вижу прям магичит или нет. Но метла нечистое что-то. Нечистое что-то из-за близкого человека. Но скорее да, скорее магичит все равно, потому что мы уже идем от защиты, отталкиваемся и оружия. То есть, смотрите, вы будете чувствовать это на уровне третьей чакры. То есть это будет живот. Именно живот. И, ну, узел защитный, да, может болеть спина, кстати, здесь еще. И может быть явно проявляться или головные боли, или, сейчас я скажу, это невралгия, то есть защемление нервов, не менее конечностей. Вот это вот может быть прямыми или косвенными симптомами проявления магических атак на вас. Поэтому резюме. Здесь негатив может быть в том случае, если у вас есть соперница и человек, который является вашим врагом, и он сказал: я тебя разотру в порошок, например, вот так вот. То есть он может вам угрожать и физически, и метафизически. Соперник, соперница и физический, и метафизический враг. Вот так. Все это происходит из-за мужчины, скорее всего. И угроза есть и мужчине, ну и женщине. Если вы, женщина, чувствуете, если есть какая-то связь с мужчиной, особенно королем трефовым. Особенно если часто гадаете именно на трефового короля. Вдруг. Может ли мужчина здесь быть немножечко моложе? Да, но здесь валет присутствует. И если есть пара мужчин, особенно двое мужчин, соперники, да, или у вас, как у женщины, есть двое мужчин. Тоже может быть. Ну, такие акценты. Посмотрите, насколько вам резонирует тот или иной момент вашей жизни. Дальше. Кстати, и второй расклад, он очень сильно может влиять на ваши дела, именно на ваши успехи бизнеса. Здесь вообще спокойствие. Спокойствие, баланс, равновесие. У вас, смотрите, два варианта. Или все ок, вообще просто ок. Но если у вас, вы очень сильно беспокоитесь, вот тогда может быть магия. То есть, если вы потеряли покой, сон, тревожность постоянная, вот это вот такое состояние, нету покоя. Ну хорошо, давайте смотреть. Давайте смотреть, если это и как оно проявляется. Если это и как оно проявляется. Да, видите, здесь штиль. У вас вообще или нет вообще никакого негатива. Вот напишите: у меня все в жизни классно, ровно, негатива никакого нет, все штиль, все покой. Но если вы мечетесь и если вы постоянно проваливаетесь из одного состояния в другое, вот это может быть. Здесь смотрите, ключевым моментом вашего негатива есть покой, равновесие и баланс. Это равновесие, баланс, это спокойствие, равновесие и баланс. Водомерка прям стоит на воде. Все. То есть, если у вас все ровненько по жизни идет, можете не заморачиваться дальше и не смотреть, у вас все ок. Если у вас прям из стороны в сторону кидает, то одно, то другое, то третье, то десятое, то одну проблему заткнули, появляется вторая, то третья. То есть у вас как минимум должно быть 3-4 проблемы. Ну, в водомерке здесь 4 лапы, пусть будет 4, да, но обычно там
тройка, да, в балансе есть тройка, то есть, поэтому у вас как минимум 2-3 проблемы есть, а может быть даже и 4 проблемы. Если есть проблемы, то их не меньше 3, да. Хорошо, где проблемы могут быть? Давайте так. Те, у кого все ровно, понятно, а у кого все неровно, расшифровываем. Поехали. Ну вот оно, беспокойство, смотрите. То есть это вот именно вот покоя нету, сон, тревожные мысли, паранойя, может постоянно достает какая-то одна и та же идея, навязчивая идея, может крутиться в голове одна и та же песня сутками. Или один и тот же там какая-то фраза может вам залипла в голову. Что-то снится, видите плохие сны. Коммуникация. Мужчина. Может быть, ну, вы как мужчина можете потерять и из-за мужчины, и из-за связи с кем-то. В связи с кем-то. Ну, здесь что-то важное для вас, очень серьезное. Эта связь серьезная, этот мужчина серьезный, или дела серьезные, дело серьезное. Ну и серьезные дела, серьезный мужчина и серьезные проблемы. Здесь есть негатив, который несет серьезные проблемы в связи с серьезными делами, с серьезным мужчиной. Может быть просто серьезная конкуренция, это могут быть конкуренты в бизнесе даже. А может быть просто вы предчувствуете что-то очень плохое, связанное с серьезными делами и с серьезным мужчиной. И откуда это идет, сейчас я вам скажу. Откуда? Проблемы серьезные, гроб есть и якорь. Откуда это источник? Источник туз-трифовый — это отношения. Ну, отношения раз. Отношения 2. То есть вы сердцем чуете, что это отношения. Ну, валет червовый. И остров. Остров — это что-то с острова какого-то, во-первых, или с изолированного места идет проблема вам. Источник проблемы — это отношения все равно. И они как будто бы изолированы. Как будто бы вы... Ну, у меня такое ощущение, что вы зашли не на свою территорию. Вот это вот то, что вам скажу, больше ничего сюда не дам. И если это не отношения, то вам на ту территорию, если не про отношения речь, а вы потеряли по поясу, вы были где-то в месте и хватанули очень сильной негативной энергии. Особенно если вы были на кладбище. Вам просто нужно очистить одежду, помещение почистить, и не исключу, что себя. Вот если нету покоя. Были в склепе, в храме, гробнице, в каком-то месте силы. Это не ваше место силы. Эти энергии, они с вами в диссонансе. То есть вам просто нужно убрать эти энергии с себя. Услышьте это. Почему говорю о энергиях? Вот информация на вас. Вы хватанули, жестко хватанули негативной энергии, как радиации. Да, вот вам нужна дезактивация. Вот она у вас появляется в покое, в потере покоя и сна как минимум. Ну, вот такой вот вариант у вас следующий, да, смотрим, что следующее может быть. То у нас уже 4, да? Да, 4-й вариант. Ну, смотрите, здесь что-то либо в семье, могут быть проблемы именно семейные уже. Ну, например, прожили год, и потом началось 2 и началось, 3 и началось, 4 и началось. Или прожили 10 лет началось, 15 лет началось и 20 лет и началось. Да, вот такое. Ну, учитывая то, что здесь юнион, да, и 2 носорога. Ну, носороги — это уже такой зрелый союз. Но он может быть и на начальной стадии. То есть проблема у вас, опять-таки, или уже в семье, да, в каком-то знакомстве, в семье больше. Ну, либо вы не можете опять, как в первом варианте, да, найти себе брак, союз, да, вторую половину. Давайте смотреть, как это может проявляться у вас, точнее, как это проявляется. То есть проблемы в союзе, в коллективе тоже может быть. Ну и носороги тоже. Сюда же идет рассорка, в принципе, если вы постоянно ссоритесь. Смотрите, если у вас первый и вот этот вариант повторяется, да, если вы выбрали первый и опять влетели на носорогов, на союз, то это уже у вас актуальная проблема. Ну, смотрите, заблудшая душа, как минимум, вы или чувствуете себя ненужным в том союзе, который есть,
Или вы не нужны вообще союзу, то есть или вы не понимаете, а зачем вам это, да. Заблудшая душа, в принципе, это такой аспект скитания, как минимум в чем-то не своем, да, то есть вы не можете найти либо свою пару, либо себя в этом союзе уже, да, то есть либо вы чувствуете себя лишним в этом союзе, да. Но вообще здесь у меня почему-то идет белая ворона, это раз, и как будто бы вы изгнаны. У меня вообще тут может быть такое, что вас просто, вы оторваны от реальности вообще. Хотя карта очень классная, ручей. Все должно быть естественно и чисто. Сейчас давайте еще уточняющую карту. Что здесь нечисто. А здесь тень, все равно, видите, вот эти карты, они союзные, а это против них. Вы знаете, то, что я вам сейчас скажу, вам может быть очень не понравится, но может быть немножко приподнимет, да, волосы дыбом, да, как говорится. У меня такое ощущение, что вы чужая душа именно, да, вот в этом союзе, в этом коллективе. То есть вы, по сути, не должны быть с той группой лиц или с той семьей, или с тем партнером, или вы вот как ребенок в чужой семье, или мать в чужой семье, или отец в чужой семье. Понимаете, вот вы чужой человек, инородный. Но только в том случае, если вы это чувствуете, что вы чужой. Вот тогда это может быть... Но это сложный случай, надо разбираться. Тут может быть несколько вариантов. Давайте посмотрим, что это может быть. Здесь как будто бы душа присутствует, как тень, понимаете? Здесь мистика. Вот в этом союзе мистика присутствует. И видите, даже часы бамкнули. Здесь мистика, здесь опять совы идут. Вы постоянно, это вам как навязчивая идея. Вы не можете остановиться, как будто бы. И здесь есть что-то чужое лишнее. Вы знаете, и сейчас будет оно как будто бы несовместимое, но где-то оно может вам перекликаться. Здесь есть подселенец в чужом коллективе или в чужой семье. Все. То есть больше я здесь ничего не добавлю. Просто вот или этого нету, и вы скажете, если вы чувствуете, что это бред, все, переходите к другому раскладу и смотрите, ищите то, что ваше или не ваше, да, то есть может оно везде не ваше, значит выбрасываете это. Но здесь как будто бы что-то лишнее либо находится внутри вас, либо вы внутри какой-то системы социальной, да, где вы лишний. Особенно если вы объединились и потеряли себя там. Что это за вид негатива? Подселенец и потеря управления собственной энергией. То есть вас подчинили чему-то или кому-то, или вы подчинили себя кому-то, в чьей власти вы не должны быть. Вот это вот, но это мистический уровень, вот это вот сложная ситуация, с которой желательно разбираться индивидуально на уровне, ну, на уровне даже где-то смотреть, что там с душами, что там с покойниками и так далее. Особенно если что-то после чьей-то смерти произошло в семье или в коллективе. Вот я об этом. Вы каждый услышите, узнаете. Потому что это еще и утрата, это душа. Это может быть еще и покойник здесь влияет. Ну, здесь можно чистить и помещение, в том числе, если вдруг дойдет до чисток. А так вообще это что-то связи какие-то идут на разных уровнях. Вот здесь вот очень много мистики, и я на общем раскладе его вам просто здесь не буду тратить время, потому что это вот больше к раскладу, да, к индивидуальному сканированию. А у кого этот вариант прорезонировал,
ну, 4, да, то напишите, а как у вас это на уровне, на вашем уровне, как оно проявляется. Заблудшая душа, тень и ручей. Где вы как будто бы были чистым ручьем, а оказались заблудшей душой в тени или тенью заблудшей души. Вот так вот идет. В союзе причем. Окей. Ну, следующее, давайте смотреть. О, здесь какая-то тайна будет выходить сейчас. Будем открывать тайну. Здесь я не могу сказать, есть у вас магия, нет у вас магии. Но, в общем, что-то сакральное будет открываться. Может быть, знаете, первый раз зашли. Или просто вот как интрига, да, вот просто конфиденс. Ну, давайте смотреть, а есть ли магия? Есть ли магия? Вообще, символ пчелы очень хороший. Это обычно о защите, о покровительстве высших сил. Можно сказать, что высшие силы благотворят вам. Это вообще очень одна из самых лучших карт. Есть силуэт. Эта карта такая стрёмная, да? Вторая карта. Знаете, я вам скажу так. Здесь все, что может быть, это может быть крадник. Если и есть магия на вас, то только крадник. То есть, если идут какие-то потери, утраты, и если у вас есть некая призрачная цель, вы ее всеми правдами и неправдами пытаетесь достичь, то, в принципе, ну, из-за пробоя защиты получился крадник. Кто-то нанес по вам удар, сделал крадник, может быть и подклад, в принципе. Вот. Ну, по этой карте и крадник, и подклад. А это призрачная цель, которую вы получить не можете. То есть успех от вас ускользает. То есть у вас идет череда неудач. Если этой череды неудачи нет, то все ок, и негатива нет. Ну а если вот такая ситуация, как я описал, то скорее всего оно есть. Кто ваш враг, откуда идет подклад, крадник и кто крадет у вас, да? Давайте разбираться. Ну, это мужская карта. Ну, это не мужчина, не женщина, но якорь больше к мужчине относится. Это может быть пара. И мужчина, и женщина. Без разницы. Да, совы это дуальность. Вот. И... Ну и метла. Да, есть. Ну, тут смотрите, тут крадник, подклад ищите. Причем может идти и от мужчины, и от женщины. Может быть банально причина, да, мотив, зависть, успех ваш. Ну и успеха вы, серьезного успеха вы не можете добиться. Если чувствуете крадник, подклад, убирайте его. Тут чистка прям выпадает. Ну, давайте на этот силуэт. Силуэт как минимум денег у вас будет не хватать. Отношения с мужчиной могут страдать. Ну а огоньки, куда курс держите? Ну, курс держите к стабильности, но вы ее не достигаете как бы. И не чувствуете защищенности и дружбы с кем-то, да, то есть может быть... Конфликтность повышается, и могут быть даже измены надежного партнера, да, то есть, ну, или партнер, который был надежным, резко предал, вот это тоже может быть здесь. Но это здесь второстепенно уже, вот эти вот финансы, отношения и преданность партнера, оно идет как дополнительным каким-то штрихом, а не основным. А так вообще у вас просто что-то украли, что-то важное. Могли, кстати, украсть и мужа, и жену, вот это тоже. И близкий друг подруга могли это сделать, в принципе. Ну, а после этого уже у вас могло пойти все под откос, как говорится, да. Вот так вот. Вот такой вот есть момент здесь. Дальше идем. Еще у нас остается 6-я и 7-я позиция, друзья. И самое время нажать на паузу, написать комментарий. Хороший какой-то, теплый. Ну, если у вас прям такой негатив на душе, напишите какой-то негативный комментарий. Ну и подписаться на канал. Вот это вот проклятие, друзья. Отсечь проклятие. Ну вот кто чувствует, что, кто подозревал. То есть смотрите, здесь, если у вас только все на букву Х, все темное, и вы сами знаете, что у вас есть, это просто зашли проверить. Это проклятие. Это проклятие. Сейчас посмотрим. Проклятие на одиночество, потеря покоя, кошмары, проклятие на роды,
Родовое проклятие. Проклятие по линии матери идет. Оно вас преследует. Проклятие по линии матери, родственные узы, связи, родовое проклятие может передаваться на родственников. Здесь идет серьезная связь и дама бубновая. Вот кто дама бубновая, но это перекресток, то есть это проклятие как минимум выбивает у вас почву из-под ног. У меня вот это идет. Метла, чистка необходима 100%. Здесь даже никаких но. И это касается дамы бубновой и мужчины любой масти. То есть оно распространяется, может распространяться и на женщин, и на мужчину в том числе. То есть это может касаться пары. И в том числе, если у вас как вы как проклятые в отношения заходите, если вы заходите в отношения как святое, выходите как проклятые особенно. И может быть как проклятие у вас постоянно будет выбор между двумя. То есть вам будет постоянно судьба подкидывать еще одного альтернативного партнера. То есть, если вы систематически попадаете в треугольники, как мужчина, так и женщина, это будет проклятием для вас. Все, то есть здесь вот нету однозначности. Дама бубновая — это перекресток. Вот здесь вот и перекресток, и мы попадаем на треугольник, на вилку. Вы постоянно на развилке, понимаете? Поэтому вот все симптомы плюс треугольники, все это вы уже идете по роду. Родовое проклятие. Ну и связи, здесь коммуникация, здесь больше такое про отношения и связи с прошлым. Поэтому да, это родовое проклятие по линии матери, в котором страдает и мужчина, и женщина, или оно может касаться и того, и того. И треугольники здесь есть главное следствие этих отношений. Что еще может быть? Ну, помимо треугольников, у вас может быть плохая коммуникация, то есть вам тяжело наладить общение и сделать правильный выбор. Ну и как минимум проблемы могут быть с переездами и с успешной самореализацией, особенно успешной самореализацией в аспекте себя. То есть вы себя теряете вообще в этом случае. Ну вот так вот. Следующий расклад. Последний у нас. Сегодня такой, да, достаточно, таинственный какой-то у меня поток идет. Не знаю, как вы чувствуете его. Последний расклад. Луна. Магия женская, магия родовая, мама, бабушка здесь. Луна. Скорее всего, магия какая-то есть на вас. Сейчас будем смотреть. Ну, может, это еще и не открытый ваш творческий потенциал. Можете пока посмотреть на эту Луну, настроиться на свой поток, на свое внутреннее состояние. Магия касается мамы и ребенка, может распространяться на ваших детей и на отца. Здесь могут быть проблемы с зачатием, проблемы с родами. И магия, которая была на вас, может касаться и вас, и вашего мужчину. Ну, если вы женщина, и вас, и вашу женщину, если вы мужчина смотрите, и ваших детей. Здесь я бы так рекомендовал вам быть аккуратным с оружием. Могут магичить на вас родители, заблудшая душа и брод. И здесь еще что-то связанное с
особенно для женщины, да и для мужчины, с душой того человека, которого вы убили. Если вы делали аборт, или если вы, как, например, мать хотели ребенка, а отец не хотел, или как отец вы хотели ребенка, а она не хотела. Частная ситуация. Здесь заблудшая, погибшая душа. Вы убили кого-то. Здесь жертва аборта будет вам мстить обстоятельствами. И эти обстоятельства будут касаться и вас, и вашу женщину, и вашего мужчину, и ваших последующих детей до тех пор, пока вы не закроете этот грех. Здесь грех где-то убийства. Если вы никого не убивали, не делали аборты и не были в той ситуации, тогда здесь может магичить мать на сына, мать на дочь, и чтобы, скорее всего, не распалась какая-то семья. Вот тогда так. Если здесь аборта не было и не было преступления греха вот этого, тогда здесь магичит именно родители. Это родительская магия на семью, на кого-то в семье, чтобы этот человек или эта семья была как можно дольше. И если вы этого не чувствуете, тогда этого у вас нет. Здесь вот только этот мотив может проявляться. Проявляется он у вас в основном по ночам и может характеризоваться как нестабильным сном, нестабильной психикой вашей, нестабильной психикой вашего партнера и нестабильной психикой вашего ребенка. Особенно если ребенок не спит ночью или кричит ночью, или снится кошмары. Вот такое вот. Мира вам и вашему миру. Берегите себя, любите себя и миры, которые окружают вас. Будьте здоровы и берегите свою энергетику. И сохраняйте свой энергетический уровень на должном уровне, чтобы защита была не пробита, а дороги и пути, к счастью, были открыты. Так и было, так и есть, так и будет. На все добре и до зустрічі. Па-па.